Запись пошла. Сегодня у нас 16 марта. Вика, привет. Привет. Я по такому поводу хотел с тобой поговорить. Сейчас общемировая истерия по поводу коронавируса. Непонятно, что он, откуда, какое его действие и действительно ли он так опасен. Как ты смотришь на то, чтобы рассмотреть вот такой вот момент расследования сделать? Я с удовольствием. Отлично. Я думаю, это многим будет интересно и полезно. Ну и нам тоже. Ну, конечно, конечно. Так, Так тогда... как мы новости не смотрим, мы новости создаем. Да. Тогда Ну что, давай. начинаю? Да, давай сделаем. Я Готова? готова. Да. Отлично. Тогда я сейчас посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Так, что ты видишь, Вика? Я вижу, что я нахожусь в каком-то приятном пространстве. Отлично. Это наше рабочее пространство. Ну, мы можем сюда его перенести. Давай перенесем. Угу. Готово? Да, я сделала. Отлично. Так, хорошо. Теперь давай рассмотрим вопросы, связанные с коронавирусом. Давай посмотрим такое. Первый случай, когда он появился, когда его зафиксировали. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Как это произошло? Я почему-то вижу, как произошло заражение. Как произошло заражение? Я вижу, что люди в белых халатах и в масках, какое-то помещение, мне приходит повышенная опасность, какие-то прозрачные блоки. И берется материал именно, я вижу мальчик черненький такой. Его как бы укусила змея. Но я не вижу, чтобы это было как бы такое впечатление, что это специально сделано. Потому что берется вот именно место укуса. Так. Змея как бы укусила его за ногу. И сразу же я вижу, что это происходило в лаборатории.
берется какой-то материал с места укуса. Я вижу, что вверху сразу накладывается жгут. Мгм. И это быстро все делают. Так. Что дальше происходит? Я вижу, что вот это как будто бы мальчик этот, его выбросили, он ушел в сектор интерферента, его выбросили как-то. А вот это какое-то соединение идет. Ну, змея, как будто бы она идет из сектора колдовства и магии. Но это я хочу посмотреть, почему именно так. И я вижу, что это какие-то идут формулы. Я слышу создание вируса, также искусственно. Вот это считывается. Пространство как-то закрывается. Ага, вот. Пространство закрылось, и там такая кнопка опасности. Бум-бум-бум. Вот знаешь, красная. Да. То есть эта информация закрыта, наложены коды. Ну, я это ее закрываю. То есть закрываю этот портал. Мгм. Я сейчас хочу взять гипотетически вот этот вирус, я его беру в такой колбе и хочу рассмотреть, как он устроен. Посмотри. Я вижу, слышу живая материя. Я вижу такую оболочку. Она вот такая живая и взаимодействует с внешним миром. Внутри что-то похоже на какой-то жгутик. Оно как-то так вращается там внутри. Это какой-то Слышу, как дроб? ротор какой-то. Я слышу это слово, ротор. Ротор, да. Микробы– это микроскопические роботы. У них сзади есть такие жгутики, с помощью которых они передвигаются. Ну, это не бактерия, это как-то как вирус. На этом, я вижу, это ротор, называется ротор, я Да. слышу это. На этом роторе как будто бы есть такой правильной формы кристаллик. И там буквально как плата, как маленькая зеленая плата. Вероятно, это мое подсознание дает такое, что это как бы записанная информация. Угу. Так, а какая информация там записана? Я слышу внедрение и размножение, распространение. Я вижу, что там программа идет как-то, когда оно попадает в живую клетку. Я вижу, что клетка большая. Вот я беру гипотетический вариант, как оно проникает. Клетка большая, и оно вот так вот, эта оболочка, она такая светящаяся и постоянно меняется. Там разряды идут такие, как электрические. И она может очень легко взаимодействовать с живой материей человека. А когда оно попадает в клетку, начинается деление. Деление этого вируса, оно размножается. То есть
как бы копируется, много копий создается, то есть программа на копирование. Мгм. Вика, посмотри, пожалуйста, какими путями оно может попадать в организм, этот вирус. Какими путями? Но первое я вижу рано, а потом я вижу это через рот, слизистые, через нос и глаза, и воздух. Воздушно-капельный путь передачи? Да. Хорошо. Посмотри, пожалуйста, насколько устойчив вирус во внешней среде, сколько он живет во внешней среде по времени. Я вижу цифру 14. Это как-то разделено на две половинки. 7 дней он как бы жизнеспособен, а вторые 7 дней процент выживаемости уже падает. Маленький процент выживаемости остается. Сколько процентов? Я вижу 2-3%, ну, в зависимости от погодных условий. Солнце убивает вирус? Да, Ультрафиолет? я вижу, что какой-то спектр, да, оно как будто бы ультрафиолет. Он разрушает эту программу на деление. Там происходит как короткое замыкание. Но да, сейчас я разложила свет. Вот там красный спектр, здесь фиолетовый. Вот этот спектр волн, я их вижу буквально, эти волны, вот там, где ближе к фиолетовому. Угу. Не этот темный спектр, а там этот фиолетовый, он тоже имеет свой диапазон. Угу. Хорошо, понятно. Так, давай вернемся в клетку, когда вирус начинает в ней размножаться. Что происходит дальше? Начинается очень много сначала в клетке, их много копий создается, и потом клетка как бы гибнет, она как бы разрывается, Угу. и это уже много этих вирусов распространяется на другие клетки. Угу. Приходит информация, что пока не включается иммунитет. То есть до этого момента оно проходит некоторое время. Пока не включится иммунитет? Да, потому что когда включается иммунитет, тогда вот эта гибель клеток прекращается. Угу. Она снижается, и потом идет как бы вывод клеток мертвых с мертвыми вирусами. Но я не вижу, что этот вирус, он как бы считывается как неживая материя, то есть неживая материя внутри живой. Как бы, Ну, он создан искусственно, да? да, да, он создан искусственно. Хорошо.
А посмотри, пожалуйста, какие группы населения больше всего подвержены этому вирусу, воздействию? Ты имеешь в виду по каким признакам? Да, признаки, возраст, национальность может быть. Я сейчас вижу, что, ну, по такой, что меньше всего подвержена эта белая раса. То есть включается иммунитет очень быстро. У белой расы, да? Да, и я слышу естественный отбор. Потом я вижу, что в группу риска попадают старики, ослабленные люди, Мгм, маленькие детки, мгм, у которых ослаблен иммунитет. мгм. Хорошо. А какая раса больше всего подвержена этому вирусу? Я сейчас вижу карту, и я вижу, что вот как центр России, Украина, Белоруссия, Польша, вот это оно как-то вот так, как будто бы такой светлый купол создается. То есть энергия этих людей, она очень сильно отличается. А, И я вижу, что сопротивляемость, то есть очень много светлых высоких вибраций. А вот эти все почему-то остальные я вижу как просто как темное пятно. То есть, вероятно, это очень уязвимые люди. Мгм. Хорошо, понятно. Тогда следующий вопрос. А с какой целью был создан этот вирус? Первое, что мне пришло, это бить белого человека. Также мне пришло, что какой-то как будто бы снова сбой произошел. То есть нет оружия на эти вибрации, которые э, естественным путем может включать человек белой расы. То есть белый человек очень быстро может переключать свой энергетический уровень. Мне приходит также, что степень уязвимости зависит от степени гибридизации. То есть первоначально вирус создавался против белого человека. Выходит так, да? Вероятно, да. Потому что я вижу снова эту картинку этого мальчика, который какой-то темной расы. Мгм. Он больше похож как бы на вьетнамца, этот мальчик, или индийца. Вот Индия, даже ближе к Индии, да. И брался генетический материал от этого человека. Мгм. Хорошо. А что за сбой произошел?
Я слышу, не могут рассчитать. Я вижу, что белый человек очень быстро может менять настройки. Он перенастраивается. У него, вот я слышу, творческий потенциал, он буквально может создавать себя сам. Мгм. Хорошо. А почему вирус начал свое распространение из Китая? Я слышу, что он был там создан. В лаборатории в Китае? Да, вижу это. Мгм. А кто создавал этот вирус? Вернее, заказчик. Заказчик. Кто является заказчиком? Ну, я вижу лицо. Там стоит гриф «секретно». Этот человек, он один из... Я слышу закулисная власть. Мгм. Закулисная рептильная власть. У этого человека он как бы очень много рептильной крови. Мгм. Хорошо. Ну, в принципе, понятно. В принципе, понятно. Хорошо, отсоединись от этой ситуации. И давай посмотрим такой вопрос. Истинная цель – закрытие границ. Вот сейчас происходит закрытие границ по всему миру, авиарейсы отменяются, изоляция людей. Я слышу генеральная репетиция. Генеральная репетиция перед чем? Перед боем, перед наступлением. Перед наступлением кого и на кого? Я вижу, что идет противостояние двух миров. В боевом порядке у границ Вселенной с обеих сторон собрались войска, ну, образно говоря. То есть противостояние очень сильное. И готовность. Я слышу готовность номер один. Угу. Понятно. А чего хотят добиться вот этой изоляцией? Всеобщей паники, понижением вибраций, Да, страх. страх. Страх и паника. И я вижу, что идет тенденция, что вот в этом участке Вселенной, где наша Земля находится, там как бы вот такие вспышки, вот эти энергии чистой Вселенной, они проникают сюда, и они как языки пламени охватывают нашу Землю и таким нежным свечением, и такими нежными добрыми энергиями,
как бы ласкают землю. А люди начинают, у них такое начинается раскаяние, они плачут от счастья, от радости, протягивают руки навстречу этому теплому ветерку. Эти энергии, как ветерок нежный. Мгм. И получается так, что в эфирном плане одна часть человечества очень быстро сбрасывает с себя темные энергии, и они становятся светлыми. Я вижу, что вот этот свет, он буквально как будто бы берет этих светлых людей, как родитель берет ребенка на руки. И вот эта теплая энергия, они буквально выхватывают этих белых людей, которые очищаются, и вот так вот охватывают, выхватывают отсюда. А другие, наоборот, тяжелеют, тяжелеют, тяжелеют. И я вижу, что они похожи на то, это похоже, сейчас я вижу ту картинку, что как будто бы снизу у планеты, но это же, конечно, не географически, это такой образ идет, что они как бы как рой пчел собираются друг на друга, вот так вот все в кучу, а потом раз и отпадают, так как рой вот этот может на палке нести, этот Мгм. человек, который ухаживает за пчелами. Но когда их много, они бывают отрываются и улетают. И вот так происходит сейчас. То есть вот эти энергии света от светлой Вселенной как бы забирают к себе этих светлых, то есть энергетически они соединяются. А вот эти темные, которые не принимают излучение этой чистой Вселенной, они группируются, кучкуются, и они сами отпадают от жизни на Земле. И я снова слышу естественный отбор. Я уже несколько раз это услышала. То есть естественный отбор. Мгм. Также я услышала необратимые процессы. Необратимые процессы очищения. Мгм. Ясно, ясно. Хорошо. Идем дальше. Такой вопрос. Какой гипотетический исход закрытия границ? Долго ли он может продлиться? Я почему-то вижу июль. Может гипотетически продлиться на полгода практически. Почти. Мгм. Что может гипотетически случиться потом? Но я вижу, что самое худшее будет апрель, а потом будет как бы снова как бы очищение идет. То есть я не вижу, чтобы там что-то происходило очень негативного. То Мгм. есть самая худшая ситуация это будет в апреле. Я это вижу на шкале. Я сейчас эту шкалу вижу. Мгм. Понятно. Чуть-чуть мая заденет. Мгм. Хорошо. Но Хорошо. это исходя из сегодняшней ситуации, потому что прогнозировать на самом деле можно. Это как бы прогноз, исходя из тех миллионов вариантов событий, которые возможны на данный момент. М. Потому что я еще раз предупреждаю, что если кто-то уверенно говорит, что будут какие-то события, эти, какие-то ясновидящие, еще кто-то, это
идет от тех, кто планирует эти события или хочет внедрить в мысли человека вот эти вибрации, чтобы люди создавали Эту реальность. эту реальность. Да, Да. то есть это от заказчиков идет. Это информация уже изначально опасная и ложная. То есть на самом деле никто не может знать, что произойдет завтра, кроме тех, кто это планирует. Да. Хорошо. Идем дальше. Такой вопрос. Какая самая эффективная защита от этого вируса для людей? Ну, я увидела вот эти высоковибрационные чистые энергии, с которыми мы только начинаем работать, которые только появились недавно, потому что эти высокочастотные энергии чистой священной Вселенной, они проникают уже в наше пространство. И это именно те высокочастотные чистые энергии, которые буквально сжигают эти программы. Потому что энергия живая, и я вижу, что человек, который не имеет ничего общего с низковибрационными энергиями и программами, он очень легко программирует свои внутренние энергии, он задает им характеристики, и когда человек, то есть он творец, я вижу, он буквально на подступах к своей энергосфере задает программу на уничтожение, на раскручивание этой спирали и на уничтожение этой информационной бомбы. И она просто, я вижу, как они просто вот этот иммунитет, он находится вокруг энергосферы человека. То есть вот эта паника искусственно созданная, она как раз способствует понижению вибраций и программированию человека на болезнь. И распространению вируса. Да? И распространение вируса, да. Понятно. То есть это является самой лучшей защитой. Да? Самой лучшей защитой является это осознание человеком, что происходит. Человек поднимает свои вибрации, очищается. Сейчас идет просто массовая очистка людей от привязок, от блоков, от психологических каких-то грузов, от кармических связей. Люди сейчас буквально как будто бы вылетают с этих низких вибраций, и они начинают это чувствовать. Они перестают разбираться в этом, кто виноват, кто не виноват. Они просто это оставляют и уходят. Они просто оставляют эти энергии, как бы отсекая себя от этого болота, да? И таким образом они очищаются, в них нет тех энергий, на которые бы притянулась эта темная энергия, этот негатив, эти негативные программы. Такой человек становится прозрачным и невидимым для сил тьмы и для разных программ, потому что мы живем в эфирном пространстве, все наше бытие, оно наполнено информацией,
энергия на самом деле живая. Она приобретает качество самого человека. Все пространство можно поделить на зоны влияния. Каждый человек, каждое дерево, каждое насекомое, каждое животное имеет сферу своего влияния. Это его личное пространство, это его личный дом. И от вибраций этих домиков, образно говоря, зависит общее настроение всей нашей планеты, общее здоровье нашей планеты. Мгм. Понятно. Так, Вика, хочешь ли ты что-нибудь еще узнать про этот вирус? В принципе, мы разобрали, можно сказать, все. Ну, я не вижу, чтобы был он более опасен, чем другие вирусы. Более опасным в этой ситуации есть паника и хаос, которые сеются со стороны власти. Мгм. Потому что я также вижу, что перед этим вырубались леса, источники эфирных масел, эфирные масла деревьев, коры, цветов, травы, создают вот это поле, которое убивает само по себе эти чужеродные низковибрационные вирусные программы. Это всего лишь программа, это всего лишь информация. И силой мысли, силой воли ее можно раскрутить, потому что человек, если он задаст себе программу, что он излучает чистый свет, который излучает чистая Вселенная, которая никогда не знала, что такое враг, что такое зло, то Мгм. в этих энергиях не выживает ничто. Никакие чужеродные программы не могут выжить. И поэтому мы с тобой уже видим, как пошли новые вибрации, новые настройки. Наша Вселенная выходит, по крайней мере, наша галактика, выходит в совершенно новые диапазоны энергии, неведомые нам раньше. Их просто при нашей жизни сейчас, сегодняшней, не было. Но эти вибрации были при зарождении нашей Вселенной, до того, когда пришел глобальный враг, зло, и наполнила нашу Вселенную, нашу часть Вселенной этими низковибрационными энергиями. И то, что сейчас люди думают, что это свет, это тоже тьма. Но этот свет, истинная чистота скрыт в генетической памяти каждого человека. И человек силой своей воли может вскрыть эту память, пробудить ее. Потому что когда сотворялась Вселенная, каждый из чистой души, светлой, уже там был. Он родился вместе с рождением Вселенной. И он может вспомнить то время и те энергии, которые наполняли всю Вселенную и самого человека, когда он был воплощен в то время. Вспомнить это и таким образом привлечь в свою личную жизнь, в свое пространство эту светлую энергию. И это подвластно каждому человеку, потому что сам человек является творцом своего пространства, своей жизни, своего здоровья. Главное то, о чем мы думаем и как мы думаем. Если мы думаем, что мы священны в своем пространстве, и мы сами творим свою жизнь, мы задаем этот вектор на здоровье, красоту, благополучие. Тогда это и будет происходить в нашей жизни, и оно будет. Мгм.
Да, так и Я есть. буквально вижу, как много-много людей в своих эфирных домиках, как я говорю, в своих защитных сферах, они дружелюбны, и они друг с другом приветствуют друг друга. Тут свободный мир, который отличается энергетически от того хаоса, который сеет власть сейчас. Мгм. Хорошо, все понятно. Хочешь ли еще что-нибудь Да сказать? нет. В принципе, разобрали все, да? Мгм. Хорошо. Тогда проверяй пространство вокруг себя, все ли чисто, отсоединись от всего. Да, соединяюсь. Все чисто, Да, можем выходить? да. Хорошо. Я сейчас посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, и ты будешь чувствовать себя просто великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Так, отлично. Отлично. Запись я останавливаю.